Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Братья Че. Сегодня мы вам расскажем о том, как плавали стаи акул в открытом океане. Поплыли! Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное приключение на Мальдивах, где мы столкнемся не только с экзотическими акулами, но и с нашим собственным безумием. Вы только оцените, как мы с нашими веселыми родителями готовимся к экскурсии. Сначала мы успели записаться на экскурсию на ресепшн, пока еще были свободные места, записались последними. Утром сложили все необходимое: камеру с фонарем, аквабокс для iPhone, и прыгнули в полную лодку русских туристов. Теперь вы точно знали, что эта экскурсия будет по-настоящему безумной. Нас заранее предупредили, что мы будем плыть минут 20, и чтобы мы не плотно завтракали. Плюс, кому было нужно, выдали специальные таблетки от укачивания. И действительно, через 20 минут мы были в какой-то бухте у неизвестного островка вдали. И тут начался инструктаж. Оказывается, главное правило — это держаться с правого борта лодки, так как с левого борта команда прикармливает акул свежей рыбкой, и они ведут себя довольно агрессивно. Плюс туда же могут подплыть и тигровые, и рифовые акулы. Одна даже плавала, и мы ее сняли. Посмотрите, инструктор пошел первым проверять наличие тигровых акул, и после того, как он дал отмашку, что можно, мы начали одеваться, но вокруг лодки уже кишели акулы. И я, подойдя поближе, скажу вам откровенно, впал в ступор и испытывал вполне понятный и очевидный страх. Эти зверюги в 2-3 раза больше ростом, чем я. Как вам такое зрелище? Вы бы были готовы прыгнуть в такой клубок акул? Но я же говорил, что это был катер с русскими туристами, и с криком «Я первая!», пока никого нет, наша мама нырнула с лодки. Решив, что вдруг маму придется спасать, и поборов свой страх, я также прыгнул с катера. С мамой все было хорошо, вот я в первые минуты откровенно застыл, не то от страха, не то от восторга. Посмотрите сами, как эти 3- или даже 4-метровые красавицы просто плавают рядом с тобой и с любопытством заглядывают мне в глаза. Причем у меня возникло стойкое ощущение, что это не я или туристы смотрят на них, а что именно они на уровне всей стаи и по отдельности с любопытством изучали. А кто это такой вдруг плавает рядом с ними? Успокоившись и поплавав немного практически в обнимку с парой самых больших, я решил, что катеры будут еще лучше, если я включу еще и подводный фонарь. И вы представляете, свет от него вызвал еще больше любопытства всей стаи. Акулы целенаправленно пошли на мой фонарь, с целью то ли его понюхать, то ли проглотить. Но каждая из них тыкалась в него мордой и с ужаснейшим скрипом. Послушайте его. Терлась всем своим телом, проплывая рядом на расстоянии вытянутой руки с камерой. Вы должны знать, что эти акулы имеют шкуру, которая сравнима с крупной наждачной бумагой или с коралловым рифом, поэтому инструктора категорически запрещают их трогать руками, потому что такая 3-4-метровая рыба в движении легко может ободрать до мяса открытую руку, ногу или любую незащищенную часть нашего тела. Отсюда и такой жуткий скрип об фонарь. А еще они кусаются, несмотря на относительно мелкие зубки и небольшой рот. Одна из них рефлексивно прихватила нашего папу за пятку, когда он случайно ударил ее ногой в морду, не видя, что она подплыла сзади снизу, пока он снимал другую. Все обошлось, и на следующий день ранки от зубов затянулись. Но вы просто должны об этом знать и быть осторожнее, если поедете на данную экскурсию. Но это было с папой, а я, отдав ему камеру, просто плавал и наслаждался этой дискотекой в стае акул. Это, мои дорогие друзья, было волшебно. Мы с братом ощущали себя частью невероятного подводного мира, с акулами в их естественной среде, и просто наслаждались их грациозным плаванием.
걸로 자식이야. Мы чувствовали себя абсолютно безопасно и наслаждались каждой минутой. Это был один из самых невероятных моментов нашего отдыха на Мальдивах, оставивший в наших сердцах глубокие впечатления. Но приключения продолжились. Начнем с того, что это был день не для нашего папы. Первая папина глупость. Он забыл в номере наш верный коптер. Вы представляете, что к этим кадрам мы еще добавили и такие... Или вот такие. Как же мы хотели запечатлеть все эти потрясающие моменты. Наш папа, естественно, получил порцию наставлений от команды младшего поколения. Но с другой стороны, при отсутствии коптера мы попытались снять для вас вид на всю нашу группу и стаю акул с катера, чтобы вы увидели, что мы все плаваем с левого борта, а акулы в основной своей массе держатся там, где их подкармливали, с правой стороны или ближе к моторам. В любом случае, вид получился впечатляющим, и кроме как на Мальдивах, мы такой экскурсии пока больше нигде не встречали. Хотя в Мексике в парке Шкарет был аттракцион, где за $150 предлагали поплавать в бассейне с 3 акулами-няньками. Но согласитесь, это совсем не то. И самое главное, мои дорогие подписчики, обязательно берите на такие экскурсии только свою собственную проверенную камеру или аквабокс. И никогда не доверяйте такие моменты никаким айфонам в непромокаемых пакетиках или инструкторам, которые предлагают снять вас за дополнительную плату. Кстати, неадекватно завышенную за 2-3 минуты. Вообще непонятно какой съемки и непонятно на какую камеру. Потому что никто, кроме вас самих, не поймает и не донесет ту атмосферу и те моменты, которые потом останутся с вами на всю жизнь. И обязательно, перед тем, как нырнуть в воду, включайте камеру еще на катере. И удостоверьтесь, что съемка началась, потому что у наших спутников у одной девушки была камера, и она резко запотела в воде. Вторые забыли нажать кнопку записи в включенной камере, а одна чуть не утопила свой iPhone в пакетике, который набрался воды и стал тонуть. Да, дорогие друзья, никто не застрахован от глупостей, в том числе и мы. Поэтому сейчас переходим, собственно, к нашим извлеченным урокам. Вторая папина глупость – это попытка снять, как кормят акул с левого борта лодки, просто опустив камеру в стаю акул. Посмотрите, что из этого вышло. Голодные, раздраженные запахом свежей рыбы, акулы приняли нашу беленькую камеру в аквабоксе за какой-то кусок рыбы и начали пытаться ее скушать. Последняя даже прикусила фонарь, закрепленный под камерой, и стала кусать аквабокс. Мы еле успели спасти нашу камеру и аквабокс от разгрызания и повреждения, поэтому, наши дорогие подписчики, никогда так не делайте, чтобы не лишиться камеры в самый интересный момент отдыха.
После акул мы уставшие и уже полные впечатлений едем на другую точку, где должна быть черепаха. И действительно, черепаха там была. Но, как я говорил, это был не день нашего папы. В этот раз он не одел ласты, и снимать черепаху пришлось нам с мамой. Потому что на том корале, где плавала эта прекрасная черепаха, было сильнейшее течение, и папу с Гошей постоянно сносило обратно к лодке. А черепаха, как будто назло всем туристам, упорно плыла против течения. И нам с мамой даже в ластах было очень трудно за ней поспевать. Также из-за сильного течения черепаху постоянно мотало, и мне было довольно сложно удержать ее в центре кадра. Но я очень старался, вроде неплохо получилось, что скажете? Но это было не все, потому что самой главной проблемой, с которой нам пришлось столкнуться, была проблема красных трусов соседа в кадре. Мы все понимаем, все мы, когда увидим черепаху, хотим ее инстинктивно погладить, потрогать и сняться на ее фоне. Это нормально, но обычно всегда происходит вот такое. И это коллективное безумие портит абсолютно всем все съемки, ради которых люди тратят свое время, деньги, берут данную экскурсию. Когда нам уже кажется, что экскурсия прекрасная, день удался, появляются красные трусы в кадре. Такие или вот такие. У нас после нескольких таких подобных случаев выработалось два подхода, как бороться с данной проблемой. Первый – это заплыть далеко вперед перед черепахой, окружающей ее толпой, или другим объектом съемки, и попытаться ее снять с уровня кораллов, пока она плывет навстречу камере. Второй – более радикальный, и именно им мы воспользовались на данной экскурсии. Это остаться и снимать черепаху столько, сколько нужно именно нам, после того, как инструктор уведет всю группу туристов обратно на катер или в другое место. Да, это бесит инструкторов, но мы считаем, что это их недоработка, то они заранее не планируют и не дают каждому желающему снять черепаху, хотя бы по паре минут, и видео 1 на 1 с ней. Напишите, пожалуйста, как вы решаете проблему красных трусов в кадре при своих съемках. Но, видимо, негатив инструкторов от того, что мы одни снимаем черепаху, в тот момент настиг нашу маму. И она врезалась на полном ходу в наш катер, под который заплыла черепаха. Посмотрите, как это было. Зато инструктор снял прекрасные кадры с другого борта лодки, когда черепаха выплыла на него. Да, дорогие подписчики, у нас получились отличные кадры с черепахой и акулами. И мы, зная, какой ценой они даются, готовы выложить исходники на Яндекс или Google Диск, чтобы все, кому это было необходимо для своих проектов или личного творчества, могли бы ими воспользоваться. Потому что нам жаль наших спутников, у которых просто не получилось ничего снять из данной экскурсии. И мы понимаем, что не у всех есть возможность в силу возраста или здоровья, или иных обстоятельств бывать на данной экскурсии. Соответственно, дорогие друзья, пишите нам в комментариях под роликом, и мы пришлем вам ссылку на соответствующую папку. Возможно, вы уже знаете некие ресурсы, где такие же любители, как мы, выкладывают и делятся со всеми желающими своими авторскими видео. Совершенно бесплатно. Только большая просьба не писать обо всех известных платных стоковых сайтах. Мы из принципа не хотим туда ничего выкладывать, потому что кто-то на этом очень хорошо зарабатывает. Призываю всех наших спутников по данной экскурсии откликнуться на нашем канале или в соответствующем чате по Мальдивам. И мы с вами поделимся нашими материалами. Ведь в конце концов добро должно приносить добро. До новых встреч, друзья!